Бродячая камера нашей команды направилась в город Всеволожск Ленинградской области, в музей «Битва за Ленинград» имени Зиновия Григорьевича Колобанова. Кто-то из наших зрителей знает эту легендарную фамилию из истории Великой Отечественной, кто-то благодаря одноименной награде в игре World of Tanks. Для тех, кто все-таки не в курсе, кто такой Зиновий Колобанов, кратенькую историческую справку дадим в конце сюжета. А здесь техноенот и его команда, и мы приехали на место. Когда попадаешь на территорию музея, восхищаешься наличием разнообразной техники. Тут детали от танков и машин, бронекупола, старые автокраны, другая военная техника, которую иногда не распознать, что это такое. Но вначале обращает на себя внимание настоящий паровоз на эстакаде. Он как будто парит в воздухе. Паровоз именно такого типа привез поезд Победы из Москвы в Ленинград в 1945 году. А эстакада — это ведь тоже не просто металлоконструкция. Она собрана из фрагментов бывших так называемых американских мостов на обводном канале Петербурга, разобранных лет 10 назад во время реконструкции. Надо сказать, этот вид восхищает. Сам музей не государственный и переживает свое второе рождение, второе открытие. Он открылся совсем недавно, после реконструкции в декабре 2020 года. Но по объективным и всем нам понятным причинам не мог принимать гостей. И только сейчас, в мае, открылся для посетителей. Кстати, некоторые экспонаты этого музея знакомы жителям северной столицы и гостям города, ведь мы могли видеть эту технику на Дворцовой площади, когда отмечался день окончания Ленинградской битвы. У нас, кстати, на канале был об этом сюжет, поэтому кто не видел, можно посмотреть. Практически вся техника найдена поисковиками на полях сражений Великой Отечественной, и видна просто потрясающая реставрационная работа. Некоторые экспонаты выкуплены из частных коллекций за границей, что-то спасено от сдачи в металлолом, а ведь посмотреть есть на что. В музее представлена, вероятно, самая полная линейка танков Т-34, от самого раннего до поздних и в различных модификациях. Потрясающий и легендарный тяжелый танк КВ Клим Ворошилов, которого немцы называли «призраком», именно на подобном Зиновий Колобанов совершил свой легендарный подвиг. Но этот КВ был собран чуть позже, в сентябре 1941 года на Кировском заводе, а командиром экипажа был младший лейтенант Василий Ласточкин, участвовавший в знаменитом бою Колобанова. Эта машина сражалась на Невском пятачке и была там подбита 30 ноября 1941 года. Танк долго стоял на нейтральной полосе, ждали, пока замерзнет Нева, но лед не выдержал, и во время переправы он утонул и пролежал на 16-метровой глубине почти 70 лет, до ноября 2011 года. И теперь он на ходу, почти все недостающие детали подлинные, родные, с других танков КВ, найденные на местах боев. Отдельное внимание обращают на себя тяжелые тракторы, которые служили тягачами для артиллерийских орудий. Интересно, что трактор «Сталинец» представлен также в двух модификациях. Ранний с надписью «Caterpillar» и более поздний. А тягач «Коммунар» вообще, похоже, в настоящий момент единственный сохранившийся экземпляр, дошедший до наших дней. Кроме танков, тут и автомобили, и предметы вооружения времен Великой Отечественной, а также редкие фортификационные сооружения. Каждый экспонат здесь имеет свою судьбу и историю, и об этом экскурсовод готов рассказывать долго, ведь восстановить историю какого-либо из экспонатов порой бывает сложнее, чем восстановить сам экспонат. Музей, кстати, работает как реставрационная мастерская, и, возможно, то, что вы видите сейчас перед музеем в виде груды металла, в будущем будет новым ценным экспонатом. Одной из находок можно считать специальные световые и звуковые эффекты, которые погружают посетителя музея в атмосферу былых сражений. Имитация авианалета, рев сирен и лучи прожекторов, и все это на фоне темных силуэтов военной техники и дыма создает просто потрясающее впечатление. Это представление проходит в завершении экскурсии, и, друзья, учитывайте свое состояние здоровья, вспышки света и громкие звуки могут сделать свое дело. Сейчас музей открыт для посещения организованными экскурсионными группами. Ссылочку на страничку музея ВКонтакте мы дадим в описании. Есть также информация, что в дальнейшем руководство музея планирует открыть в других залах экспозиции, посвященные авиации и автомобилестроению. Но и сейчас это очень интересное и знаковое место, которое наша команда готова порекомендовать к посещению. Ну и, как обещал, пару слов о Зиновии Григорьевиче Колобанове.
Экипаж его танка КВ-1 в одном бою в Красногвардейском, ныне Гатчинском районе Ленинградской области подбил из засады 22 танка противника в колонне, а всего рота Зиновия Колобанова, состоящая из 5 тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда, в этот день там же было подбито 43 германских танка, проводивших 20 августа 1941 года смену позиций в ходе наступления на Ленинград. Спасибо, друзья, за просмотр, оставайтесь с нами и никуда не уходите, ведь впереди подготовим еще что-нибудь интересненькое. С большим приветом из города-героя Ленинграда, до новых встреч, друзья-товарищи!